Когда пес не ушел с могилы даже на 8-й день, никто еще не знал, что он охраняет не прошлое. Он охраняет будущее. Его зовут Рекс. Немецкая овчарка. 7 лет. Шерсть цвета осенней ночи. Глаза янтарные. Умные, живые. Такие глаза бывают только у собак, которые слишком много понимают. Его хозяин, Андрей Васильевич, умер в октябре. Тихо, во сне. 72 года. Сердце. Соседи говорили, хороший был человек. Всегда здоровался. Всегда кормил бездомных кошек у подъезда. На похоронах Рекс шел рядом с гробом. Не выл, не рвался. Просто шел. Как будто провожал. Как будто знал, что это последний раз. А потом все разошлись. И только Рекс остался. Сначала думали, уйдет к вечеру. Не ушел. Дочь Андрея Васильевича, Марина, приходила каждый день. Приносила ему воду. Звала домой. Рекс смотрел на нее теми самыми янтарными глазами и не двигался. Ел прямо там. Спал прямо там. Свернувшись клубком на холодной земле, положив морду на холмик свежей земли, как будто слушал что-то под ней. Прошел день. Второй. Третий. Местные начали приходить просто посмотреть. Снимали на телефон. Кто-то плакал, кто-то говорил: вот она, настоящая верность. Видео разошлось по пабликам. 1000 просмотров, 1000 комментариев. Но никто не заметил следы. На 4-й день смотритель кладбища, пожилой мужчина по имени Федор, пришел на обход с утра. Туман, октябрь, трава седая от росы. И он увидел. Вокруг могилы круги, следы лап. Рекс ходил вокруг могилы ночью. Снова и снова. По одному и тому же маршруту. Идеальный круг. Как будто охранял периметр. Как будто не давал чему-то пройти. Федор решил, что пес просто обеспокоен, не придал значения. На 5-й день следы изменились. Они больше не шли по кругу. Они уходили в сторону, к старой части кладбища, к заброшенным могилам у северной стены. Туда, куда давно никто не ходил. Туда, куда сам Федор старался не заглядывать в одиночку. Рекс что-то нашел. Или кого-то. На 6-й день Марина пришла раньше обычного. 5 утра. Темно. Она сама не смогла объяснить, почему проснулась именно в этот час. Просто что-то подтолкнуло. Рекс не лежал на могиле. Он стоял в 20 метрах от нее. Смотрел на Марину. Не двигался. Потом сделал шаг в сторону. Остановился. Снова посмотрел на нее. Он звал ее. Марина пошла за ним. По мокрой траве. Мимо старых крестов. Мимо ангелов с отбитыми крыльями. В самый дальний угол кладбища, где деревья смыкались над головой так плотно, что даже рассвет не мог пробиться сквозь ветви. Рекс остановился у полуразрушенной ограды и сел. И тогда Марина услышала. Тихий звук, почти неразличимый. Как слабый стон, как дыхание. Она раздвинула ветви кустарника и увидела старика. Он лежал на земле, прислонившись спиной к чужому памятнику. Пальто, седые волосы, бледное лицо. Едва дышал. Это был Иван Петрович, 80 лет. Он пришел на кладбище 3 дня назад навестить могилу жены. Ему стало плохо с сердцем. Он упал. Телефон разрядился. Никто не слышал. Никто не искал. Он провел 3 суток один. В холоде, без еды, без воды. На волосок от смерти. Его нашли живым. Потом в больнице врачи скажут, еще несколько часов и уже ничего нельзя было бы сделать. А Рекс все это время знал. Он чуял живого человека там, в темноте. Чуял и не мог уйти. Не мог бросить. Он ходил по кругу не от горя. Он ходил, потому что пытался привлечь внимание. Он рисовал следы, как рисует сигнал о помощи. Он ждал, пока кто-нибудь наконец посмотрит. Когда Ивана Петровича увезла скорая, Марина вернулась к могиле отца. Рекс уже был там. Он лежал на холмике. Спокойно, как будто что-то завершилось. Как будто он выполнил то, что должен был выполнить. Марина опустилась рядом с ним на колени прямо на мокрую землю. Обняла его. Уткнулась лицом в теплую шерсть и заплакала. Не от горя, от чего-то большего. Рекс не вырвался. Он положил голову ей на плечо. И они так сидели долго. 2 существа, которым не нужны были слова. Потом Марина тихо сказала: «Папа тебя очень любил. Ты знаешь?» Рекс посмотрел на нее, моргнул медленно, так как смотрят собаки, когда хотят сказать что-то, что не могут. А может, могут. Просто мы не всегда умеем слышать. В тот вечер Рекс впервые за 7 дней ушел с кладбища. Сам, рядом с Мариной, шаг в шаг.
Как когда-то ходил рядом с Андреем Васильевичем. Иван Петрович выжил, он до сих пор жив. Каждый месяц он приходит на то кладбище, кладет цветы на могилу Андрея Васильевича, человека, которого никогда не знал, и каждый раз говорит одно и то же. «Спасибо твоей собаке, она не дала мне умереть». Говорят, собаки чувствуют смерть. Но в этой истории собака почувствовала жизнь. Чужую, угасающую, почти потухшую жизнь. И не отступила, пока не спасла ее. 7 дней на холоде, 7 дней верности, 7 дней, которые изменили все. Может быть, любовь не заканчивается там, где мы думаем. Может быть, иногда она продолжается. Через преданность тех, кого мы оставили.